Всем привет! Сегодня на видеообзоре две камеры с AliExpress. Магазин Unbiax прислал для видеообзора. В общем-то ничего нового нету, но камеры считаются как новинки. Давайте сразу посмотрим. Камеры Wi-Fi, камеры неповоротные с приложением ICC Pro, XMI, XMI Pro. То есть XMI-евские камеры, приложение для скачки, QR-код сразу в инструкции. И здесь видно, в общем-то, по этой толстой инструкции. Так, а что же у нас здесь с языками? Есть русский язык, так что можете изучать. Ну, в общем-то, все понятно, как и что, но это хорошо, что имеется понятный язык. Не нужно вам будет искать никакой информации, где-то что-то, если здесь даже есть ответы на вопросы. Камеры не новое что-то, и думаю, что новыми функциями они никакими не обладают. Скорее всего, какой-то кризис также имеется у производителей, у разработчиков китайских камер, поэтому... Камеры якобы новые, но нового в основном да ничего и нету. Wi-Fi камера в черном корпусе, в металлическом, 5-мегапиксельный вариант со стандартным комплектом крепления, муфта на RJ45, блок питания такой легенький, веселенький, даже не видно, что же там, 12 вольт, 1 ампер. Стандартный блок питания для камер видеонаблюдения. Есть вариант заказать в черном корпусе, есть вариант заказать в белом корпусе. Все идентично и то же самое по комплектации. И есть вариант заказать с 2-мегапиксельной матрицей, там 4-мегапиксельной матрицей и 5-мегапиксельной матрицей. Сразу что посоветую брать с 5-мегапиксельным вариантом. Высокое разрешение и картинка более качественная. 2 мегапикселя уже ни о чем, а вот немного переплатите и получите на данный момент неплохую картинку. Эти камеры и еще много чего по видеонаблюдению. То, что ты, например, видишь на просторах AliExpress, по сигнализациям, по умному дому, по элементам, по LED-лампам, по каким-то датчикам. Все это ты можешь найти уже в Украине на просторах интернет-магазина Smart Hata. Заходи в описании под видео, есть ссылка, и приценяйся, что тебе нужно. Уже оно в Украине с гарантией. Заказывай и получай за несколько дней. По характеристикам, то есть модель камеры, объектив 3,6 мм. В общем-то, все есть на наклейках. Камеры идентичные, только в разных по цвету корпусах. Корпусы тоже идентичны, полностью металл. Это все из двух частей состоят по стандарту. Ну и камера, можно сказать, полностью универсальная. Универсальна чем? Что это мини-система видеонаблюдения, по сути. То есть ты эту камеру купил, и тебе больше ничего не нужно. Если тебе понадобится, то есть нужна чисто одна камера для видеонаблюдения за территорией, за офисом, в подъезде где-то, за лестничной площадкой. Почему она универсальна? Потому что она имеет слот под карту памяти, а карта памяти служит хранилищем. То есть камера видео записывает на карту памяти со звуком. Ты можешь карту памяти изымать, устанавливать в компьютер, просматривать, или же заходить с приложения ICC Pro, XMI Pro, и также заходить удаленно на карту памяти. Видеть картинку в онлайне, видеть картинку в записи с камеры. Камера имеет встроенный микрофон, имеет встроенный даже динамик. То есть ты можешь что-то сказать даже в камеру удаленно, или же в домашней сети. Камера также может работать и в большой системе видеонаблюдения с видеорегистраторами. Идеальный вариант — видеорегистраторы XMI, то есть одного производителя. Но также имеется вариант работы с видеорегистраторами другими. Hikvision, Dahua, это, к примеру, по OnVIF протоколу. OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей, оборудования видеонаблюдения. Есть вариант работы по Wi-Fi, как вы уже заметили, антенны прикручены. Есть вариант работы по кабелю. Кнопка сброса к заводским установкам и разъем питания 12 вольт. Камера не пое изначально, но докупив
POE сплиттер, мы эту камеру автоматически превращаем в POE легким движением руки. Раз и два. И камера уже у нас стала POE. Подключаем сюда кабель 48 вольт от видеорегистратора, от вашего POE коммутатора. 48 вольт по одному кабелю приходит сюда, и камера у нас POE. Также на странице продавца есть вариант заказать с картами памяти, поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. 5 мегапикселей, 3,6 мм объектив. Все по стандарту. Камера имеет функцию определения силуэта человека, подает команду на запись на карту памяти чисто по человеку, если вам это нужно. Убираем функцию человек, пишет по всему движению, как захотите. И также с видеорегистратором совместимо по людям, пишет на жесткий диск по людям, подает команду. Пересечение линии, область выделяем, где хотим, чтобы писала чисто по человеку. Лишнюю область она писать не будет. Пересечение линии, прошел туда человек, запись включила. В обратную сторону прошел, запись не включила. Все это можно делать в приложении на смартфоне, на программа VMS, CMS на компьютере и также веб-интерфейс камеры на компьютере. Это IP-камеры, мини-компьютер, специальность также в подключении. Можете сразу подключить камеру по кабелю, подключив обратный конец кабеля в ваш Wi-Fi, в ваш домашний роутер, и роутер присвоит камере автоматический IP-адрес свободный. Функция DHCP включена в камере с завода. Присвоение свободного IP-адреса роутером автоматически. То есть не нужно уже, как раньше это было, заходить, менять камере IP-адрес, присваивать. Такой надобности изначально нету, если у вас одна камера работает в домашней сети и ей не нужен постоянный IP-адрес. Если же нужен постоянный, есть возможность зайти в веб-интерфейс, в настройки камеры, изменить все это. Но так как это Wi-Fi камера, изначально Wi-Fi, то ее можно подключить сразу по Wi-Fi, потом просто подключить кабель, камера переключится на кабель, будет работать по кабелю. Отключаем кабель. Камера опять привязывается по Wi-Fi к роутеру. Изначальное подключение также можно делать без всяких роутеров. В том месте, где даже нету у вас ни интернета, ни роутера, ничего. Камеру можно напрямую привязать к смартфону по Wi-Fi. Потом, подключив ее к роутеру, вы заходите в приложение, камера у вас прогружается автоматически в приложение. То есть универсальный вариант и ничего сложного нету. Танцев с бубном, как раньше это было, уже нету. Все доработано. Давайте подключим именно вот этот черный вариант. Просто блок питания. Ее подключаю в розетку 220. Подаю питание. Индикации на блоке нету. Здесь также пока не... Индикация появилась. Ну и голосовое сопровождение есть. Заявлено, что новые динамики стоят, но здесь не стоит ждать никакого чуда. Динамички маленькие. Сам корпус камеры маленький, нет возможности встроить огромный динамик, чтобы звучало хорошо, поэтому звучит вот так, как есть. Все по стандарту, рассказала камера, что она уже готова к подключению. Если вдруг ничего не рассказывает, просто нажмем кнопку сброса при загруженной камере, удержим 10 секунд, камера сбросится к заводу. Давайте, в общем-то, это и сделаем. Нажал и держу. Ждем голосовое сопровождение от камеры. Сказала, что настройки сброшены к заводу, и чтобы вы не выключали питание, потому что камера производит процесс перезагрузки, и мы будем ее добавлять в приложение. Буду добавлять ее в приложение ICC. Можно в ICC Pro, можно в XMI. Это одноплатформенное приложение на одной платформе XM. Камеры есть. В списке устройств нету, просто белый лист. Плюс все по стандарту. У нас Wi-Fi камера. Есть возможность уже в домашней сети получить список камер. Если у вас смартфон по Wi-Fi соединен с этим же роутером, к которому вы добавляете камеру. Жму Wi-Fi, камеру добавить, следующий шаг. Читаем все, если нужно, следующий шаг. Выбираем роутер и пароль Wi-Fi. Доступа Wi-Fi к роутеру. И показываем QR-код камере. Именно после этих слов мы понимаем, что камера уже считала QR-код. Ждем еще
Некоторое время камера сказала, что привязана. Здесь также ждем какое-то время. Введите новый пароль, подтвердите новый пароль. Это будет ваш пароль доступа до камеры. Все стандартно. Что хотите, можете прописать сами. Например, камера 5 мегапикселей. Или же местоположение, или имя камеры захотите, может какое-то присвоить. Жмем сохранить или выбрать из... Добавишь. Так, нету карты памяти. Вот, забыл я вставить карту памяти, и сразу вам предупреждение. Будет вставлена карта, у вас будет вопрос, что писать. Или постоянную запись, или тревожную. Вот тут мы выбираем в самом начале. Но это мы можем изменить и в последующем, в приложении. Именно запись на карту памяти, какую ставить. Тревога — это по тем моментам, которые вы поставите. По людям, по всему движению. Или же постоянка, постоянно будет записываться. При заполнении карты памяти будет включаться циклическая запись. Старые ролики будут удаляться, будут писаться новые сверху. Следующий шаг. Понятно, предупреждает, что нет карты. Получать уведомления на смартфон или нет по тревоге. Все. Протягиваем вниз, обновляем список устройств, ищем нашу камеру под именем камера 5 мегапикселей, заходим. Прогрузка быстрая, спрашивает про облако, активировать облако сейчас, можно закрыть, можно больше не спрашивать напоминание, чтобы не присылало вам. Можно отменить, напоминание в следующий раз будет приходить. Зайти сразу на облако, можно зайти и ознакомиться с тарифами. Камера также имеет облачный сервис, можно писать. Что хочу в этой камере посмотреть, и уже детекция человека произведена, прислала уведомление. Посмотреть именно качество картинки, как дорабатывается это все, как улучшается. Выносим на улицу и смотрим. Сразу вижу, что, скорее всего, матрица 4-мегапиксельная установлена, а вот 5 мегапикселей это чисто интерполяция. Растянута искусственно картинка, искусственное увеличение разрешения, так сказать. Но есть возможность, я думаю, что переключить в 4 мегапикселя. Все это посмотрим дальше. Интерполяция и рознь. Есть явно, что это заметно. А есть, что, да, ты понимаешь, что искусственно сделано, но картинка на хорошем уровне, то есть приятная глазу. Настройки, что сразу можно посмотреть. Об устройстве раздел. Здесь у нас есть... Так, что мы... Синхронизация даты времени, если хотите, сразу можно сделать. Вдруг у вас не выставлено. Ну, автоматом подтягивается, в общем-то. Со смартфоном синхронизация. И доступно обновление. Обновление запустить. Не выключайте питание, идет обновление. И здесь тот момент, когда... Должно быть стабильное питание, чтобы камера ваша при обновлении не превратилась в кирпич. Обновление не всегда хорошо, но в основном это хорошо. Не всегда хорошо, это касаемо поворотных камер. Бывают моменты с какими-то там косяками в новых прошивках, но стараются они это все исправлять, присылать новые прошивки. Обновления часто, очень часто, сейчас особенно на поворотные камеры приходят. На эти, в общем-то, поворотные камеры по функционалу XMI-евские, и эти перезагружается камера после обновления. Тут мы выходим, также ждем камеру. Все, ничего не надо перепривязывать, камера уже с новой прошивкой добавлена. В общем-то, поворотные и эти камеры XMI-евские из последних вот вариантов отличаются только корпусами и отсутствием поворотного механизма. Все остальное идентично. Функции, матрицы, процессора, все одинаково. Но есть вариант такой камеры, вот не поворотной, а есть вариант поворотная камера. Так вот, есть обновление недавно было, что там косяк при возврате после слежения в поворотной камере был. Исправляют они, да, новая прошивка придет, ты обновишь ее, проследишь там, когда она придет, обновишь, камера обновится, и этот косяк исправляется. С этими камерами, то есть, меньше проблем, потому что, ну, они не поворотные. Что еще можем сделать? Это основные настройки. Убрать тон и сохранить. При
загрузки камеры не будет звучать голосовое сопровождение. Пропало питание, появилось, камера постоянно вот повторяет одно и то же. Если тон убрали, выключается голосовое сопровождение при перезагрузке камеры. Название камеры, здесь в общем-то все, скорость поворота, ну видите, идентично настройки с поворотными, но тут камера не поворотная. Управление памятью, понятно, карта памяти, всунем, будет все. Настройки записи, режим видео, вот здесь нужно включить. Опять же, когда карта будет, все оно будет сохраняться. Настройки сети, по сети, тут же мы можем перейти после этого добавления через роутер в режим ап-точки доступа. Кликаем и добавляем камеру напрямую к смартфону, то есть исключаем роутер. Сейчас у нас в режиме Wi-Fi. И также переключиться на другой роутер вы можете тут же в этом меню, выбрав другой роутер, если он у вас в доступности, и переподключить его на камеру. Облачное хранилище, доп. Настройки, ничего нету. Приятная плюшка, значок качества сигнала Wi-Fi, и это именно качество сигнала Wi-Fi камеры. Не смартфона, а камеры. Будет камера подключена по кабелю. Сейчас давайте я это и сделаю. Как это происходит? Подключаем кабель от роутера. Сказала камера, что произошло подключение на кабель. И камера пошла работать по кабелю. По индикации видим мы это. И перезайдя на камеру в приложении, зайдя в список, обновив его и опять зайдя на камеру, мы видим, что пропал значок Wi-Fi и камера работает по кабелю. Камера на улице, привязал ее к видеорегистратору. В один клик, привязка очень простая к видеорегистраторам. В домашней сети видеорегистратор нашел камеру через роутер. Картинка с камеры. Зашла ожидание, можно сказать. Я думал, что будет хуже. Детализация на хорошем уровне. Картинка чистая, даже несмотря на погоду. Дождь идет пасмурно. На солнце при хорошей погоде картинка будет вообще идеальна. Нету размытий, картинка чистая по всей плоскости. Угол широкий, немного подрастянуто. Но это как раз тот вариант, когда я вам говорил, что приятно смотреть. Хоть и разрешение не искусственно сделано, интерполяция, но на картинку приятно смотреть. Для видеонаблюдения бюджетного отличный вообще вариант. Поставил сейчас по людям, автомобиль едет, камера не присылает уведомления на смартфон, камера не включает запись на карту памяти, соответственно не включает запись на жесткий диск видеорегистратора на 16 канал, на который она добавлена. Картинка на достойном уровне, то есть 5 мегапикселей можно смело брать. Давайте по характеристикам камеры посмотрим. В разделе IP-камера с видеорегистратора, так как два совместимых устройства одного производителя, можно смело заходить на характеристики камеры, менять разрешение. Возможно смена разрешения, поставить 3 мегапикселя, 2 мегапикселя и 1 мегапиксель. Сейчас стоит 5 мегапикселей. При этом число кадров 15 кадров в секунду при 5 мегапикселях. При 3 будет 25 кадров в секунду. Ну и при 2 также возможно 25-30. Вот один момент, формат сжатия H265X. Как-то странно это выглядит на данный момент, но так оно есть. В общем-то, второй поток также можете регулировать. Видеозвук в 2 потоках. Вопросов тут по камере нету, кроме формата сжатия. По тревоге 16 канал. Заходим, тестовые люди, определение силуэта человека. Фиксация лиц камера не поддерживает. Чисто по силуэту человека будет работать, если вы эту галочку поставите. Сняли, будет работать по любому движению. Оставляем по людям. И оставляю запись чисто по людям. Камера в приложении ICC на смартфоне. Захожу. Картинка с камеры со звуком. Хороший звук. Микрофоны установлены нормальные. Без лишних шумов. Шум улицы передает. Больше никаких помех нету. Кстати, на видеорегистратор, если вы подключите колонки, также в онлайне, вот я сейчас включил, с колонок, с компьютерных звук я слышу. Данную камеру, как я уже делал вам несколько видео по этим моментам, можно отнести в другое место в городе, в другую страну. И через интернет можно ее добавить на ваш домашний видеорегистратор.
Например, видеорегистратор у вас стоит дома в квартире, камеру поставили за городом на даче. Есть возможность ее подключить к интернету. Вы можете в онлайне вывести ее сюда, к себе домой на видеорегистратор. То есть ты находишься дома и видишь в онлайне и слышишь, что у тебя происходит на даче. Плюс запись на жесткий диск видеорегистратора. Все эти моменты. Как подключить удаленную камеру через интернет. Видео у меня есть. По настройкам с приложения, где карту памяти я, кстати, установил. Смотрите, управление памятью. Здесь вся информация. Ведется запись, видно, сколько свободно, сколько используется. Цикличная запись стоит, перезапись сверху. Вы можете по заполнению карты памяти поставить функцию «Дальше не писать» и не перезаписывать карту. Отформатировать также тут есть вариант. Потом Smart Alarm, наверное, основные вот что. Основное, куда вы, если что, будете заходить, это включить. И Human Shape Detection, определение силуэта человека. То, что я вам показывал только что с видеорегистратора, галочка, вот она здесь. Режим записи. Также запись фото, запись видео и звуковой извещатель, возможно, по силуэту человека подставить тревожные, вот, готовые уже фразы. Или свою записать, персонализировать. 3 секунды записать своим голосом, будет звучать из динамика. При этом сохраняем, может звучать фраза ваша из динамика в записи. Проходит человек, вы ему там сказали, что записали или послали, или поприветствовали. Просьба не беспокоить ни уведомления, чтобы ночью не приходили, там по графику можно поставить. И Advanced, именно вот по интеллектуальным настройкам, следы показать человека выделять, рамка или галочка, что там будет над человеком, можно убрать. Именно на то, на кого реагирует камера. Вот именно момент по пересечению кордона, линии, настройки. Также делайте, здесь все понятно. Можно оставить по всей плоскости, чтобы камера работала по человеку, а можно выбрать. Или же выбрать область. Можно вообще квадратик поставить на воротах. Камера чисто, человек подошел к воротам, и тогда вас беспокоит. По всем остальным моментам не будет беспокоить. Также все это понятно, все элементарно. После этого жмем «Сохранить», чтобы настройки сохранились. Чувствительность, режим детекции. Когда детектировать, можно поставить по графику. И чувствительность. Вариант есть низкий, средний, высокий. Уже смотрите по своей ситуации, чтобы не было ложных срабатываний. Средний стоит по заводу. Я сейчас поставил высокий. Хочу посмотреть, как в высоком будет работать камера. Именно определение силуэта человека. Какая чувствительность. С обновой, скорее всего, должны вот улучшать чувствительность с новыми обновлениями, с обновлениями прошивок. Ну и пока суть до дела, недавно был вопрос, одно приложение, просмотр нескольких камер возможен ли? Да, у вас, если есть в списке устройств несколько камер добавлено, жмете просмотр 4 окна, камеры, которые есть, независимо где они стоят, могут стоять в одном месте, могут стоять в разных местах, в разных странах, но они в вашем списке устройств, вы можете просматривать их одновременно, вот как видеорегистратор. Ну и также на каждую камеру, если кликнули, нажали, активировали микрофон, если там микрофон стоит. Камера проработала целый день и не та чувствительность по определению силуэта человека, которую я хотел бы видеть. Стандарт на небольшом расстоянии, в общем-то как прошлые камеры видеонаблюдения, но работала адекватно, определение ложных срабатываний никаких не было. Все нормально. Писала по людям, никаких вопросов. Картинка дневная радовала на хорошем уровне. Ночная картинка с камеры. Сейчас идет мелкий дождь. Вот видно, ну, как по стандарту со всех камер в черно-белом режиме с задействованием ИК-светодиодов. Капли видно, что пролетают. В ночном режиме примерно там же отслеживает людей. Скорее всего, будут моменты, что будут пропуски, будут моменты по ложным сработкам в ночном режиме больше. Это по стандарту, не только касается этой камеры. Ночная картинка, как видите, контрастная, хорошая ночная картинка. Вопросов к ней нету. По всему периметру ни засветок, ничего, все отлично. На большое расстояние добивают ИК-светодиоды. С этим вопросов также нет. Перевести картинку в цвет, в ночной режим, только в цвете ее запустить, оставить.
то видно, что при дополнительном освещении камера нормально будет справляться в цветном режиме ночью. Да, видно, шумы есть, там, где темно, нету дополнительного освещения, но для такого диапазона камеры это нормальная работа камеры в цвете ночью. Да плюс еще такая погода, когда все вокруг темное, все вокруг мокрое. Камера работала по силуэту человека, присылала уведомления на смартфон. Это можно просмотреть, зайдя в приложение «Все тревожные уведомления» по дате, по времени, картинки. Картинки можно приближать, рассматривать моменты, делиться, скачивать. Также и по видео. Зайдя на карту памяти, можете отсортировать постоянную запись, просматривать, или тревожную, или все вместе. И также, зайдя на ролик, вы можете ролик скачать и потом им поделиться. Скачать полностью в папку смартфона и поделиться куда хотите. Переслать этот ролик. Переключил камеру в 3 мегапикселя и поставил 25 кадров в секунду. Не могу я сказать, что сильно заметна разница вот между 3 мегапикселями и 5 мегапикселями. Скорее всего, разница будет видна по количеству уже в записи и по количеству кадров в секунду. Камеру могу посоветовать вот как бюджетный вариант и рабочий вариант. Камера работает, ничего лишнего нету, никаких нету LED светодиодов. То есть камера по стандарту выполняет свои обязанности без лишних каких-то дополнительных настроек или чего-либо. На борту камеры также нету. Ссылки оставляю в описании под видео. Заходите, ознакомливайтесь с ценой, потому что часто акции проводятся на этом магазине, на Unbiax, на AliExpress. Камера может быть уже дешевле сегодня, когда ты зашел и посмотрел видеообзор. Поэтому ссылки оставляю, переходи и заказывай, приценяйся. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих моих новых видео на канале, чтобы не пропустить, какие я камеры обозреваю. Эти камеры все я продаю в Украине по цене закупки AliExpress. И также телеграм-канал мой, там вся информация, также я там общаюсь с вами. И телеграм-чат по видеонаблюдению, общий чат, где помогаем друг другу. Инстаграм, Фейсбук, также все ссылки под видео. Всем удачи, до следующих видео.